Всем привет! Исходы матчей в баскетболе часто решаются в последние минуты или даже секунды противостояний. В данном виде спорта постоянно встречаются ситуации, когда команды поочередно обмениваются заброшенными очками и эффективными оборонительными действиями, доходя с равным счетом вплоть до концовки четвертой четверти. Здесь и проявляют себя самые хладнокровные исполнители. В NBA для таких ситуаций есть специальный термин – клатч. Под ним подразумевают моменты, когда до окончания игры остается менее 5 минут, и разница в счете не превышает 5 очков. Оценивать хладнокровность баскетболиста можно по результативности в указанных случаях. В рейтинге я собрал десятку лучших игроков в клатче за всю историю. Каждый из них сталкивался с различными вызовами, соперниками, уровнем давления и ответственности, поэтому четкую последовательность мест я решил не указывать. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления и, конечно же, ставьте лайки. Раз вы зашли на это видео, данные действия не будут для вас лишними. Переходим к основной части видео. Винс Картер. Начать, наверное, нужно с упоминания его 5 победных бросков с сиреной за всю карьеру. Здесь он входит в десятку лидеров в истории NBA. Ну а если говорить про общее количество побед, которые он принес своим командам за пару десятков секунд до базара или в овертайме, их в разы больше. Это были трешки, броски с сиреной, данки после перехватов, подборов, путбеки и так далее. Хоть Картер и воспринимается многими как только элитный данкер, его игра не опиралась исключительно на атлетизм. Шутинг в Инсенити находился на приличном уровне. А его реакции после забитых бросков в наше время разрывали бы социальные сети не хуже лица Дэмиана Лилларда на похоронах Оклахомы. Роберт Ори. Человек по прозвищу Big Shot Rob просто обязан присутствовать в таком рейтинге. А если учесть, что ни у кого со времен Celtics Билла Рассела нет столько же чемпионских перстней, а именно 7, тем более с 3 разными франшизами, то образ этого игрока становится еще более впечатляющим и загадочным. Нельзя ведь просто так, будучи ролевым игроком, постоянно притягивать к себе трофеи. Но правда в том, что завоеваны они были не без значительного вклада Роберта Ори. Третья игра финала 95-го года. Трешка от него на последних секундах, и Рокетс уже ведут в серии 3-0. Финал 2001 года. Ори забрасывает 3 с угла, увеличивая отрыв Лейкерс до 4 очков и добывая им лидерство в серии 2-1. 2002 год. После неразберихи под кольцом мяч отскакивает на дугу, и Роберт Ори спасает Лейкерс, остававших на 2 очка, своей трешкой. А ведь иначе они могли уже уступать по сумме матчей против Сакрамента 3-1. Напомню, что такое отыгрывается очень редко, так что наш герой разочаровывал своими попаданиями множество фанатских баз. Ларри Бёрд. Он не был самым прыгучим, но умудрялся набирать двузначное количество подборов. Он не был самым шустрым, но умел грамотно разгонять быстрый отрыв команды. Отсутствие значимых физических преимуществ, за исключением, конечно же, роста, не помешали Бёрду быть также отличным шутером и защитником. Именно в этих аспектах он проявлял себя в клатче. В победном 6-м матче финальной серии 86 года против Хьюстон Рокетс Бёрд набрал трипл-дабл, принеся Celtics 16-й титул в истории франшизы. В 85-м и 87-м годах в матчах финала конференции Ларри Бёрд отличался своими оборонительными действиями в решающие моменты матча. О его способностях валить клатчи говорить и вовсе бесполезно. Бёрд даже предупреждал своих соперников, откуда он будет исполнять бросок, но никто не был способен помешать ему. В активе легенды Ларри есть победные броски через лучших игроков эпохи – Джордана, Мэджика, Баркли и многих других. Джо Джонсон. Семикратный All-Star был создан для игры в клатче. Он никогда не считался лучшим игроком лиги, но за карьеру набросал целых 8 победных базер-битеров, уступая только одному человеку в истории по этому показателю. Из этих 8 бросков один был совершен в плей-офф. Многие из вас точно его помнят. Апрель 2017 года. Первая игра серии Jazz против Clippers. В 38 лет он стал MVP лиги Big Free, а в 40-ник продолжает выступать за сборную США. Прозвище Айзо Джо не появилось из ниоткуда. Он процветал в ситуациях максимального давления, когда все зависит от того, забьешь ли ты свой бросок или нет. Пол Пирс. В дополнение к целым 8 точным броскам под финальную сирену идут 5 результативных передач Пирса, исполненных в аналогичных ситуациях. Легкий форвард по прозвищу. Провел в плей-офф 170 матчей, в которых нередко проявлял себя в клатче.
Его специализацией было заваливание клатчей в противостояниях с Miami Heat. Даже в возрасте 36 и 37 лет, соответственно, он умудрился выделиться своей хладнокровностью в плей-офф. В 2014 году, выступая за Nets, он заблокировал бросок Кайла Лаури на последних секундах 7-го матча. А в 2015, находясь в составе Wizards, Пол Пирс перевел в овертайм 6-ю игру серии против Атланты, которую они в итоге все-таки проиграли. Реджи Миллер. Хотя у него и нет чемпионского перстня, некоторые моменты карьеры Миллера навсегда останутся в истории. Главными из них, наверное, можно считать победные усилия в концовках некоторых матчей, в частности против Нью-Йорк Никс и Чикаго Буллс. В первой игре финала Восточной конференции 1995 года Индиана Реджи Миллера отставала от Никс на 6 очков за 20 секунд до концовки. 2 точных трешки и 2 штрафных броска в оставшееся время от убийцы Никс принесли Пейсерс победу. За год до этого, тем же Никс, Миллер отгрузил 24 очка в завершающей четверти, параллельно занимаясь трэш-током в адрес Спайка Ли. Ну а в 1998 году он остановился в шаге от того, чтобы помешать династии Буллс совершить свой второй фрипит. Леброн Джеймс. Рекордсмена по количеству базер-битеров в постсезоне Леброна Джеймса, у которого таковых целых 5, часто называли и все еще изредка называют чокером, пропадающим в важные моменты. Но статистика говорит нам об обратном. Его проценты реализации в клатче за большинство сезонов, согласно данным официального сайта NBA, не хуже средних показателей лиги, а иногда даже и лучше. Исключения составляют, пожалуй, лишь штрафные броски, с которыми у него часто бывают проблемы. Многие из его бросков с сиреной вам знакомы, но давайте вспомним их еще раз. 2009 год против Warriors, 2009 год против Орландо, 2013 год против Индианы, 2015 год против Чикаго и целых 3 клатча в 2018 против Миннесоты в регулярке и против Индианы с Торонто в плей-офф. Дэмиан Лиллард. Как и в случае с Реджи Миллером и Миллер Тайм, время решающих бросков в нашу эпоху чаще называют Дэйм Тайм, потому что Дэмиан Лиллард не раз доказывал, что в мире нет другого игрока, которому вы бы предпочли вручить мяч в клатче вместо него. Разыгрывающий Блейзерс без каких-либо сомнений стал одним из лучших клоузеров прошедшего десятилетия, а нынешнее начал не менее впечатляющим образом. Лиллард за свою карьеру разочаровал базер-битерами несколько франшиз: Хьюстон в 2014 году и Оклахому в 2019, обеими бросками завершив как матч, так и серию. Ну и конечно стоит упомянуть его недавний гейм-виннер против Чикаго. То, что для обычных игроков попадает под определение плохого броска, Лиллард сделал своей коронкой и продолжает ей наказывать недостаточно бдительных соперников. Коби Брайант. 8 бросков с сиреной и ни одного результативного ассиста на партнеров за последние атаки матчей. Насколько же это в стиле Коби? Он умел раздавать передачи, а в некоторых сезонах набирал их вплоть до 6 в среднем за матч. Но зачем же отдавать мяч кому-то другому, когда на кону стоит победа в матче, а ни в одном из партнеров ты не уверен настолько же твердо, как в самом себе? Все 8 базер-битеров он оформил против 8 разных команд. В 2006 году, в третьей игре первого раунда против Phoenix Suns, Коби Брайант сначала сравнял счет в конце основного времени, а затем в овертайме закинул победный бросок со средней. Поверьте, чтобы описать все его остальные хладнокровные броски в клатче, понадобится целый отдельный выпуск. Майкл Джордан. 6 участий в финалах NBA, 6 побед и 6 званий MVP финала. Да, поражения МД на более ранних стадиях постсезона тоже считаются, но каждый раз, когда между ним и трофеем Ларри О'Брайена оставалось всего лишь одно препятствие, он никогда не подводил. Всего за карьеру он набросал 9 базер-битеров. Первый из них пришелся на концовку матча плей-офф против Кливленда в 1989 году, а последний был исполнен уже в 2002 году в составе Вашингтона. На этот раз снова пострадали Кавалирс. К Кливленду Джордан, похоже, испытывал особую любовь. Ведь в мае 1993 года им был совершен еще один победный бросок против команды из штата Огайо. Инстинкт убийцы Майка хоть и является штукой гиперболизированной американской прессой, но в период прайма сложно было представлять иной результат его бросков в клатче, кроме как точное попадание.